Раньше, 9 мая, мы ждали со сложным чувством, сплетенным из грусти, радости и благодарности победителям. Но в этом году, впервые День Победы, многие ожидали с тревогой, если не с ужасом. В прошедшей неделе было много сообщений, что непосредственно в своей речи во время парада перед войсками Путин может официально объявить войну Украине или заявить о вхождении в состав России, ДНР, ЛНР. Или, о чем говорили чаще всего, сообщить о всеобщей или частичной мобилизации. Я говорил, что это все крайне маловероятно, и ошибиться в прогнозе в данном случае было непросто. Мы с вами знаем Владимира Путина уже больше 2 десятилетий, и можем точно сказать, это не человек громких политических жестов. Невозможно представить себе Путина, выступающего перед толпой с танка или разворачивающего самолет над Атлантикой. Путин никогда не делал ничего подобного вот так демонстративно, с громогласными заявлениями с высокой трибуны. Наоборот, его стиль — это сделать вид, что ничего ужасного не происходит, а потом в тишине кабинета подписать какой-нибудь указ с ничего не говорящим названием, типа об отдельных мерах по повышению числа военнослужащих, проходящих воинскую службу по контракту, чтобы ничего не было понятно и чтобы никакой ответственности на самом Путине не оказалось. В общем, никаких серьезных объявлений в путинской парадной речи не прозвучало. Сама речь была посвящена отнюдь не Великой Отечественной войне, а козням зловещего НАТО, которое руками украинских нацистов атаковало доблестную российскую армию. Это был все тот же набор пропагандистских штампов о превентивном ударе, который пришлось нанести, чтобы предотвратить нападение на Донбасс и Крым. В День Победы, которую, напомню, одержала не Россия, и даже не СССР, а все человечество, и не над Германией, а над нацизмом, все эти разглагольствования пожилого и потерявшего связь с реальностью человека звучали особенно дико. Если во всей путинской речи и можно что-то выделить, то это очередное саморазоблачительное утверждение, что все идет по плану. Да, так и говорят люди, у которых все идет по плану, интенсивно на этом настаивают. Поскольку в самой речи обсуждать больше нечего, то время поговорить о том месте, которое занял праздник Победы в нашем режиме. История – естественный источник идеологии и традиционной легитимности. К ней обращаются большинство политических режимов, и отпетые диктаторы, и самые либеральные демократии. В России с историей все плохо. Самой России едва пошел 4-й десяток лет. Она появилась на глазах ныне живущих людей, в том числе не таких старых людей, например, как я. Историю новой России власть и пропаганда очень сильно не любят. Для них это история грехопадения. Это история про то, как великая держава, правительница полумира в результате обмана и предательства погрузила в пучину смуты и ужалась до этого вот недоразумения, коим им, приходится теперь править. 90-е годы, период рождения нового российского государства, официально объявлен временем разложения, которое не закончилось гибелью лишь благодаря счастливому воцарению Владимира Путина. Ни одна традиция, ни один памятный день, ни один герой того времени не признается и не продвигается на официальном уровне. Что перестройка, что путч ГКЧП 91 года, противостояние президента и Верховного Совета в 93-м, приватизация, драма президентских выборов в 96-м году, дефолт 98-го. Все это для гражданина страны, который специально не погружен в тему, покрыто каким-то туманом истории. А если про это кто-то на официальном уровне и рассказывает, то настолько возмутительные байки, будто речь идет о глухом средневековье, от которого осталось 1,5 летописных источника, а не о том, что большинство граждан видели своими глазами. На этом, кстати, моменте хочу напомнить вам, что у меня есть книга. Мы выпустили в нашей редакции «История новой России». Здесь весь тот период, который нынешняя власть пытается как-то забыть, очень хорошо изображен в картинках и, естественно, в тексте. Мы недавно выпустили небольшой тираж этой книги, он был распродан за полдня. Сейчас мы выпускаем тираж побольше. Прям завтра он к вам не поедет, если вы ее сейчас закажете, но зато вы ее точно получите, в течение, я думаю, месяца, когда книга приедет из типографии, если все будет нормально. Так что можно заказывать. Так вот, продолжаем. Исчезающая крошечная доля людей способна вспомнить оба праздника, которые относятся к истории новой России. Это просто 2 безликих выходных дня летом, о наступлении которых заранее знают только кадровики и бухгалтеры. Поскольку история новой России непродолжительна и сознательно дискредитирована,
поскольку все путинское правление строится не на продолжении истории, но на ее отрицании, выбор остается между историей советской и императорской. С императорской Россией все очень плохо. Советская власть разорвала любую преемственность. И вся предыдущая история стала одной большой карикатурой. Все эти императоры, великие князья, статские советники, камер-юнкеры, гофмейстеры – все это от нас сегодняшних так же далеко, как римские легионы. Мы не представляем себе устройство того общества, не представляем образ жизни этих людей. От них ничего не осталось, ни традиции, ни уклада, ни религии, ни даже национальной кухни. Любая отсылка к той России – стилизация на уровне шаржа, как сибирский цирюльник Никиты Михалкова, с черной икрой на французской булке и непременным обязательно медведем. Единственная история, которая реально воспринимается своей, единственная преемственность, которая у нас действительно есть, это история советская. Вся высшая российская власть – это выходцы из советской номенклатуры среднего звена. Это люди, выросшие в советской логике, воспитанные ею, и в ней они делали свою карьеру. Перемены пришли, когда они были уже совсем не молодыми людьми, а никакой другой реальности они просто не видели. Но опереться в полной мере на советское прошлое тоже нельзя. Советский проект модернистский, он рожден в революции. И день этой революции – его главный праздник. Именами революционеров, террористов, героев гражданской войны названы улицы, площади, города, университеты и заводы. Вся история рождения советского государства, на которой выросли несколько поколений, все герои революционного движения в доктрине современного российского государства порождают просто ужас. Потому что вся советская мифология – это экстремизм в чистом виде. Все это работа по свержению монархического строя. Подпольные типографии, профсоюзы и забастовки, организации митингов и шествий, покушения, и часто успешные, на представителей власти, зарубежные школы для новых революционеров, грабежи и разбои на дело революции. Биографию любого отца-основателя советского государства, от Ленина до Свердлова, от Сталина до Дзержинского, все это можно просто переписывать в комментарии к Уголовному кодексу. Все экстремистские и террористические составы преступлений там уже изложены. Да, идеология по мере старения советского государства бледнела, но фильм «Неуловимые мстители» вышел не в 20-е, он вышел в 1967 году, уже при Брежневе. Никакой двусмысленности там не было. Белые там однозначно злодеи, а красные однозначно герои. Поэтому к советской истории обращаются только в части мифологем о социальном равенстве и вкусном мороженом. 7 ноября 2017 года – столетие Великой Октябрьской революции. К такой дате советская власть готовилась бы лет за 10. Так вот, эта дата в России сегодняшней была просто забыта. На государственные деньги не снимают и почти вовсе не снимают вообще никаких фильмов о революции и гражданской войне. Потому что очень хочется вести себя одновременно и от генсеков, и от Романовых. От православия, самодержания и народности, но тут же и от красного галстука и комсомольского берета. А два эти строя не просто не продолжали друг друга, они отрицали друг друга. Попытка их спарить, вывести какое-то среднее арифметическое, всегда выходит паноптикумом. То представитель РПЦ с председателем КПРФ орденами обменяются, то Путина кто-то назовет ваше высокопревосходительство товарищ верховный главнокомандующий, то советский флаг повесит на официальную церемонию у храма на месте казни царской семьи. Что, в общем-то, неудивительно, ведь храм стоит на Царской улице, которая пересекается с улицей Дзержинского в Екатеринбурге, который находится в Свердловской области. Понятное дело, что эти попытки объединить жертв и палачей, монархистов и революционеров, выстроить все в единую последовательность, вековую логику, заведомо обречены быть подняты насмех. Апофеозом всех этих экспериментов можно считать новый герб Пензенской области. Вот такой вот неожиданный апофеоз. Герб утвержден совсем недавно. Как гласит официальное описание, щит герба увенчан золотой российской императорской короной и окружен лентой ордена Ленина. Так. Тот факт, что за подобное скрещивание символики ее авторов, что в царское, что в советское время ждали бы серьезные неприятности, мягко говоря, никого совершенно не волнует. Вот так вот. Так вот, та эксплуатация Дня Победы, которую мы наблюдаем в последние 10-15 лет, идет совсем не от хорошей жизни. Победа в Великой Отечественной войне – это единственная точка в пространстве, на которую можно опереться, избежав явной двусмысленности. Ведь во Второй мировой войне весь развитый мир сражался с очевидным злом.
Советскому Союзу, который был точно таким же тоталитарным человеконенавистническим режимом, как и гитлеровская Германия, который готовился к мировой войне и много усилий приложил к тому, чтобы ее развязать, который в первые 2 года этой войны и вовсе был союзником Гитлера, и ему очень повезло в конечном итоге оказаться по правильную сторону истории, на стороне человечества. Стать одной из держав-победителей, архитектором нового миропорядка. На это, безо всякого преувеличения, работала на самом деле вся страна. Война в том или ином виде затронула каждую семью. Кто-то сражался, кто-то работал в тылу, кто-то переживал блокаду или оккупацию. 9 мая очень понятный, объединяющий праздник, одновременно и государственный, и семейный. Причем одинаково понятный и объединяющий для всего постсоветского пространства, не только для России. Политическая эксплуатация 9 мая началась практически сразу с приходом Путина к власти. С каждым годом, особенно после 2005-го, 60-летия Победы, День Победы из семейного торжества, когда утром скромный парад, а днем концерт военной песни, а вечером смотрят в бой идут одни старики. Так вот, этот тихий праздник все больше превращался в карнавал. И чем меньше оставалось живых свидетелей войны, тем дороже и пафоснее справляли 9 мая. Скромный парад превратился в выставку новейших образцов военной техники. Салюты и концерты проходят на всех площадках, а все артисты кремлевского пула переодеты в гимнастерки. За государственный счет обязательно снимается еще один военный блокбастер, который непременно умудряется перещеголять в пафосе и фальшивом надрыве худшие советские образцы и непременно проваливается в прокате, его никто не смотрит. Тогда же, во второй половине нулевых, началась идеологическая зачистка истории войны. Постепенно возникла единственно правильная доктрина, отступление от которой объявляется попыткой забрать нашу победу. Военные мемориалы, любые символы победы постепенно объявлялись новыми святынями, покушение на которые, в том числе словесное, тяжкий грех. Итак, вокруг Великой Отечественной войны возникла настоящая религия. Но до первой половины десятых все эти процессы шли только внутри России. Внутри России обозначился и окреп на официальном уровне концепт о том, что Советский Союз в одиночку сражался едва ли не со всем миром, а мир этот в предательских целях переписывает историю и не отдает должных почестей. С начала десятых годов российская власть взяла на вооружение победу во Второй мировой войне для борьбы с оппозицией. Именно тогда, с зимних протестов 11-12 годов, берет начало та манера, которая чуть позже расцветет пышным цветом. Манера называть себя прямыми наследниками победы, а любых оппонентов предателями, власовцами, да и просто фашистами. С тех пор любой конфликт власти с кем угодно – это новая Курская битва, не иначе. А белые ленточки на протестующих – это, конечно же, повязки полицаев. С захватом Крыма, с началом войны на Донбассе, вся эта эстетика, вся приватизация победы вылилась из внутреннего употребления наружу. Официальным символом сепаратистских сил на востоке Украины становится георгиевская ленточка. Вооруженные силы Украины объявляются бандеровцами, укрофашистами и просто нацистами. А российская пропаганда упивается любой найденной на территории соседнего государства свастикой и любым символом, который хоть как-то можно притянуть к режиму Гитлера. С тех пор на всем постсоветском пространстве День Победы и всю эстетику с ним связанную ожидает незавидная участь. Это больше не объединяющий праздник, не общие символы, но идеология и оправдание для внешней агрессии. Риторика Дня Победы и его символы оторвались от своих истинных значений, став символами наемников и бандитов, которые приходят на чужую землю с оружием в руках и объявляют себя новой властью. Но почему тема борьбы с нацизмом без малого 80-летней давности вдруг воскресла для оправдания вторжения к соседям? Первую причину я вам уже объяснил. Просто потому, что больше нечего брать. Никакой иной объединяющей идеологии просто нет. Вторая причина – это попытка работать на внешнюю аудиторию. Вторая мировая – важнейшая часть мировой истории. Слово «фашист» и «нацист» понятны всем. Это то зло, которое всем миром побеждали. Никто, будучи в здравом рассудке, из западных политиков и лидеров мнений не должен бы встать на сторону тех, кого объявили наследниками Гитлера. Вроде все складывается вполне логично. Что для внешнего, что для внутреннего употребления, что для поиска своей легитимности, что для оправдания агрессии. Столь яркий образ, как победа в мировой войне над абсолютным злом, действительно должен хорошо работать. Но с ним есть проблемы. Во-первых, российская власть образ этот совершенно заездила. Но нельзя через слово поминать события, живых свидетелей которого, не то что участников, в живых практически не осталось.
Нельзя всех на свете называть нацистами и их пособниками. Но нельзя любую свою политическую хотелку оборачивать в георгиевскую ленточку, если ты, конечно, хочешь, чтобы все вокруг продолжали относиться к тебе всерьез. Тем более, когда всем уже очевидно, что ты этим образом просто спекулируешь. Во-вторых, за те годы, что идет агрессия против Украины, теперь уже не агрессор ассоциируется с праздником, а наоборот, праздник с агрессией. Георгиевская ленточка, Красное Знамя, акция «Бессмертный полк», где бы они ни проходили, однозначно промаркированы Кремлем. Их носители и участники выражают уже всем понятный образ мысли. В-третьих, проблема еще и в том, что сама российская власть, как я уже сказал, превратила Великую Отечественную войну в новую религию. И теперь устоявшаяся за десятилетия символика этой религии вступает в противоречие с новой реальностью. Ну кто может бомбить Киев в 4 утра? Только фашисты. Кто может запускать ракеты на Одессу, да еще и 9 мая? Опять же, только фашисты. Путин после парада отправляется в Александровский сад и возлагает цветы к мемориалам украинских городов-героев. Но ведь они получили это звание за борьбу с фашистами, а сейчас именно Путин и отправил армию на их штурм. Буква Z очень напоминает половину свастики. Букву В носили на рукаве заслуженные члены НСДАП. Все это не может не вызывать неприятных ассоциаций. И чем дальше, тем сложнее эти ассоциации прятать. Когда людей забирают в полицию и штрафуют за плакаты типа «Миру мир», это плохо вяжется с символизмом Великой Отечественной войны. Брежневский СССР, выступавший для нынешней политической элиты в качестве своеобразного ориентира, с пропагандистской точки зрения выступал за мир во всем мире и мирное небо над головой. Причем это не было просто словами. Ветераны войны и люди, пережившие ужасы войны, составляли в 60-е и 70-е годы подавляющее большинство советского общества. Они руководили газетами, заводами и колхозами. Да и сам Брежнев тоже при всей мифологизации его подвигов на Малой Земле вполне себе без шуток понюхал пороха на фронте. Это не мешало вождям Политбюро отправлять войска в Прагу и вторгаться в Афганистан. Но слова «больше никогда» не воспринимали всерьез и новых общемировых конфликтов не допустили. Хотя имели для этого не меньше возможностей, чем Путин. Вся советская пропаганда была пропитана антивоенным духом. Он проявлялся в песнях, фильмах, книгах. Теперь весь этот культурный пласт, на котором выросло несколько поколений россиян, вступает в сильное противоречие с путинским милитаризмом. Понятно, что бюрократия всегда старается угодить начальству, и поэтому мы видим детсадовцев, наряженных в военную форму и прочие атрибуты того, что привыкли называть победобесием. Но я абсолютно убежден, что общественный запрос на празднование Дня Победы совсем иной. Именно этот запрос породил такое явление, как Бессмертный полк, который по своему первоначальному дизайну являлся абсолютно антивоенным мероприятием, антонимом грохоту орудий и лязгу танковых гусениц. Государство прибрало Бессмертный полк себе и спохабило и его тоже. Но запрос никуда не делся. Люди хотят тихо и с любовью вспоминать своих родных, а вовсе не бегать с криками «можем повторить». Поэтому празднование 9 мая неизбежно изменится. День Победы снова превратится в день памяти подвига, который совершило все человечество, а не один только советский народ, и уж точно не только родна Россия. Больше не будет никаких военных парадов, никаких речей про угрозы НАТО и необходимость дать кому-то отпор, отправляя войска в другую страну. Вполне вероятно, что это произойдет намного раньше, чем нам кажется. Возможно, уже в следующем году мы не увидим танков на площадях наших городов. Нужно только верить в победу здравого смысла и приближать ее, как приближали наши соотечественники и люди всего мира победу над нацизмом. До завтра.